Робот-пылесос — это полезное устройство, либо игрушка, которая будет ездить по полу и материть кота. В этом ролике выясним назначение данного устройства. Это Xiaomi Mi Robot с функцией влажной уборки. Этот пылесос стоит $200. Посмотрим, эффективно ли он справляется со своей работой, либо не стоит тратить эти деньги на данный девайс. Также настроим его, посмотрим, сколько он соберет пыли в недавно убранном помещении и сколько потратит на это времени. Посмотрим, как данный пылесос справляется с коврами, как заезжает на пороги различной высоты. Данный пылесос также можно купить по ссылке в описании. Здесь есть ссылочка, можно перейти и посмотреть его цену на данный момент. Мы переходим к тестам данного пылесоса, настройке его и подключению к Wi-Fi. Это международная версия пылесоса, я ее покупал с английским языком, хотя покупал в официальном магазине. И здесь не было изначально русского языка, то есть само приложение, после установки вы можете зайти в приложение и обновить данную прошивку на пылесосе. Сейчас я покажу вам это все в приложении, но изначально он шел на английском языке, то есть все команды, все голосовые функции, которые на нем есть, они были на английском языке. После обновления прошивки он стал разговаривать на русском языке. То есть проблем с этим нет. Можно также загрузить альтернативную прошивку с 4PDA. Я смотрел, что там есть различные интересные словечки для котов там и так далее. Но этим я пока не занимался. Просто обновил прошивку после подключения Wi-Fi. Немножко вызвало трудности подключения самого Wi-Fi к данному роботу-пылесосу. Необходимо быть в одной Wi-Fi сети, желательно недалеко находиться от роутера, чтобы это все произошло быстро и без проблем. И в принципе, по большому счету, больше ничего такого сложного здесь нет. Я использовал данный робот-пылесос на протяжении недели. Пылесосил помещение, также мыл полы с помощью данного пылесоса. Этот робот-пылесос оснащен вот таким вот съемным контейнером для воды. И здесь же есть вот такая вот тряпочка, которая также снимается и моется. Колеса данного робота-пылесоса достаточно большие и вылазят вот настолько. Примерно на 2 сантиметра есть зазор. Щетки также, как видим, вот здесь наматывает различный волос. Переднее колесико достаточно маленькое и поворачивается. Иногда он им упирается и жутко скрипит. Но задние колеса с хорошим резиновым таким протектором, которые позволяют проезжать фактически любые препятствия. Единственное, что на очень уже высоких, вот смотрите, зазор от колеса вот такой вот, на очень уже высоких препятствиях он просто повисает и начинает скрипеть вот этими резинками. Хотя пытается выехать до последнего. Его достаточно долго нужно ждать, чтобы он попросил вас о помощи. В такой коробке я его забрал. Когда я его заказывал в интернет-магазине, мне казалось, что он будет, честно говоря, намного меньше. Сама коробка 52 на 42 на 12 сантиметров, достаточно таких внушительных размеров. И на русском языке здесь вот есть надпись, несмотря на то, что это международная версия: робот-пылесос с функцией влажной уборки, базовая комплектация. Здесь указаны, уже дальше идут обозначения на английском языке. Также на коробке есть вот такая вот наклейка с моделью данного пылесоса. И модель пылесоса называется MGST G1. То есть вот это его модель, по которой, кстати, нужно будет, если что, и подбирать запчасти. Смотрите, здесь также указаны размеры пылесоса, указаны также название Mi Robot Vacuum Mop Essential, штрих-код указан. В комплекте с пылесосом у нас идет вот такая вот зарядка. Здесь, я так понимаю, инфракрасные какие-то стоят датчики, на которые он реагирует и заезжает. Причем зарядка это вот с таким вот боксом, заматывается вот здесь, если вам необходимо смотать лишнее. Разъем здесь обычный, как под 12 вольт, но блок питания в комплекте идет вот такой вот. Он на 20 вольт и 1,2 ампера. Не совсем обычный. Подключается в этот разъем, и лишний провод просто заматывается вот так и закрывается, что достаточно удобно. Выводить можно как с левой, так и с правой стороны. Также продумано. Сама зарядка на вот таких вот прорезиненных ножках, чтобы не кататься по полу при парковке данного пылесоса. Здесь есть описание зарядки. 20 вольт, 1,2 ампера. Также пылесос комплектуется вот такой вот тряпочкой для влажной уборки на липучке, специальной щеткой для прочистки, и здесь же есть вот такое лезвие для того, чтобы удалять волоски и то, что заматывается в данный пылесос. То есть можно будет с таким вот устройством, с этим лезвием повырезать. Ну и соответственно для чистки
фильтра данного пылесоса щеточка. Держатель для тряпочки, для того, чтобы осуществлять влажную уборку, он извлекается вот таким вот нажатием. Здесь стоят такой вот механизм. Есть паз, в который вставляется сама тряпочка. Вот таким вот образом, и далее крепится на липучках. В комплекте есть инструкции. Инструкции, кстати, на всех языках присутствуют. Здесь есть инструкция также на русском языке. Есть вот такой вот большой талмуд. И здесь же в этой инструкции есть QR-код для того, чтобы скачать приложение Mi Home, которое поможет вам управлять пылесосом с вашего мобильного телефона. Вот столько различных бумажек здесь. Описания здесь достаточно. Также здесь указана схема работы, как сам пылесос работает, хотя мне это не совсем до конца понятно. Здесь же показано, как можно извлечь тряпочку, извлечь держатели, скачать приложение Mi Home, с которым можно законнектиться потом с Wi-Fi. Пылесос также достаточно внушительных размеров. Я, честно говоря, думал, что он будет поменьше. Вот он такой пылесос. И на самом деле я думал, что он будет поменьше. Давайте измерим его диаметр. 34 сантиметра. И его высота, вот сейчас он стоит на ножках, это 8 сантиметров. То есть сейчас колесики в максимально сложенном состоянии. Они здесь пружинят и выезжают. На самом пылесосе есть кнопочка возврата на док-станцию и начала уборки. Также этой кнопкой можно поставить на паузу, если вы хотите по каким-то причинам приостановить уборку. Пылесос оборудован датчиком удара здесь и здесь. Не забываем при этом вытащить ограничители здесь в пазах. И также на передней панели есть датчик, который препятствует ударам о стены. Для того, чтобы извлечь фильтр и попасть во внутренности пылесоса, нужно открыть крышку. Здесь есть индикатор Wi-Fi и есть кнопочка сброса. Сам пылесборник с водой и с емкостью для воды извлекается вот таким образом. Здесь вот такой вот штуцер для воды и сам паз для входа пыли от щеток. На задней части пылесоса расположены отверстия для выхода воздуха. Здесь они проходят через HEPA фильтр, вот такой вот, который установлен в самом пылесборнике, и тогда уже попадает к нам воздух. На донышке пылесоса мы можем наблюдать вот такую вот щетку, которая также сменная, ее необходимо менять через некоторое время. Здесь есть два контакта для зарядки, также датчики падения, их 4 штуки. С лестницы он не падает, также и не падает со стола, это уже проверялось. Вот таким вот образом извлекается щетка. И здесь мы можем видеть уже кучу волос, которые он собрал за вот эти 2 недели. Для того, чтобы их убрать, как раз таки и служит вот эта вот часть, с помощью которой можно убрать все волосы на щетке. Повторюсь, пылесос убирал в принципе в уже достаточно чистом помещении, но тем не менее собрал достаточно много пыли и вот намотал столько волос на себя. Здесь также расположено колесико. 2 сменные щетки, которые подгоняют мусор в эту часть. Как видим, за неделю их уже изрядно так помотала жизнь. Они у меня запутывались в коврах. Также их мучил кот. Поэтому они немножко здесь измучены. В этой части мы видим 2 направляющих для установки тряпки и самого держателя тряпочки. Также вот такие вот форсунки, которые подают воду на тряпку. Регулируется подача воды в самом приложении. Есть 3 режима подачи воды. Сам фильтр с емкостью для воды, как мне кажется, выполнен не совсем удачно. Здесь сам бачок для воды, он вот такой вот толщины и установлен сверху над фильтром. Фильтр, кстати, мочить нельзя, и поэтому нужно заливать воду вот сюда, очень аккуратно. При этом, как видим, здесь клапан не совсем герметичный, и иногда вода все-таки попадает на верхнюю часть, как видим здесь. Для того, чтобы очистить пыль с контейнера и также заправить воду, желательно снимать верхнюю часть контейнера. Вот здесь внизу есть кнопочка, которую мы нажимаем и приподнимаем вверх, снимаем контейнер. Как видим, фильтр немножко уже загрязнился за неделю. Извлекается он с этой стороны вот таким вот образом. И здесь есть еще фильтр грубой очистки, который также можно
убрать, собрать, но ни в коем случае не мочить. Размеры фильтра данного пылесоса 4 на 12 сантиметров. Вот такой вот клапан для засасывания воздуха. Емкость для воды достаточно небольшая, вот такой вот толщины, и ее приходится пополнять в процессе уборки. Собирается все в обратном порядке. Здесь есть две направляющих, в которые вставляется контейнер и защелкивается вот таким вот образом. Далее вставляем сам контейнер, открываем крышку. И защелкиваем здесь. Для того, чтобы установить держатель для влажной уборки, для тряпочки, попросту направляем его под задней частью пылесоса и вставляем. Для начала уборки нужно нажать вот эту кнопку. Держатель насадки для влажной уборки установлен. Запускаем. Запуск полной уборки. Приостановка уборки. И как мы видели, только что пылесос попытался затянуть свой же ограничитель, но у него ничего не вышло. Для того, чтобы установить приложение, нужно отсканировать QR-код, который находится в инструкции. Это один из способов, либо просто найти приложение Mi Home у вас в Play Market, либо в App Store. Далее, после этого нажимаем плюсик, и здесь выбираем бытовая техника, пылесос, либо же вводим номер модели. Для того, чтобы его добавить сюда, мы жмем плюсик. Также можно просто отсканировать QR-код, нажав вот эту вот кнопочку. В разделе «Бытовая техника» находим робот-пылесос, выбираем его. Здесь нам указывается о том, что нужно зажать на 3 секунды одновременно две кнопочки. Для того, чтобы подключиться к Wi-Fi, зажимаем одновременно на 3 секунды вот эти две кнопки. Здесь внутри есть индикатор подключения Wi-Fi. На данный момент у меня Wi-Fi подключен, и он светится синеньким. И после того мы переходим в настройку Wi-Fi сети. Здесь важно помнить, что телефон и пылесос должны быть в одной Wi-Fi сети. Жмем также далее. Далее в настройках Wi-Fi находим Muja Vacuum и подключаемся к самому пылесосу. И жмем настроить Wi-Fi. На этом в принципе Connect и завершается. И после этого вам будет доступен весь функционал данного приложения. Но если зажать одновременно вот эти две кнопки на 3 секунды, то Wi-Fi сбрасывается, настройки сети также сбрасываются, и вам доступно подключение к новому Wi-Fi роутеру данного пылесоса. В самом приложении у пылесоса есть следующие возможности. Вот здесь рисуется карта, на которой не совсем для меня понятно, каким образом он прорисовывает комнаты. Причем прорисовывает зачастую не все, и старые карты иногда удаляются. Вот у меня за неделю это уже 3-й раз прорисовывается вот такая вот карта. Здесь есть возможность отправить на док-станцию для зарядки, также удаленно запустить пылесос. Запуск полной уборки. Приостановка уборки. Отправить его на док-станцию, и если мы потянем вверх, то здесь есть 3 режима работы. Бесшумный, стандартный, средний. И, кстати, здесь один из минусов еще то, что вот этот вот режим стандарт, он становится всегда после того, как пылесос уезжает на зарядку. То есть мне приходится вручную ставить турборежим. Но с водой, кстати, другая ситуация. Здесь наоборот становится средний. Если я ставлю низкий, то он становится все время средний. Надеюсь, что это будет поправлено в приложении позже. Здесь вверху есть также площадь уборки, длительность в минутах и заряд самого аккумулятора данного пылесоса. По нажатию на 3 кнопочки вверху можно поставить плановую уборку, задать время и дни. Также повтор. И также можно задать вот таким вот образом время, в котором он будет включаться. Здесь есть пункт участок чистки пылесоса. Можно запустить пылесос на каком-то участке. Есть история уборок, когда и сколько по времени он убирался. Общее время уборок у меня 206 минут. Общая длительность. И 138 квадратных метров он, по идее, у меня убрал за неделю. Есть голосовые настройки. Здесь можно отрегулировать громкость. Громкость успешно отрегулирована. Можно включать либо выключать голосовые команды. Также изменить язык голоса. На данный момент доступны вот такие вот языки: французский,
немецкий, итальянский, русский, испанский, английский, китайский, польский языки. Это все после обновления было. Здесь вот есть статистика расходных материалов. Щетка, которую мы чистили, 98% от нее осталось. В среднем служит 300 часов. 150 боковая щетка и фильтр 150 часов также служит. Здесь, как видим, 97%, но в принципе можно сделать сброс этих данных и по большому счету их обнулить просто. Можно найти местонахождение пылесоса, он нам сообщит Я здесь. вот такую вот команду. Я здесь. Чистка пылесосом вдоль краев мебели, он будет просто проходиться перед уборкой вдоль мебели, но для этого нужно прорисовать карту. Здесь можно назвать пылесос. Есть управление местами, это больше уже относится к самому приложению Мехом. Можно поделиться с кем-то устройством, если у вас несколько человек используют телефон. Также проверить наличие обновлений. У меня стоит вот такая вот версия на данный момент, она последняя. Но здесь как раз таки при первом включении я загрузил обновление. Идет зарядка. Рекомендуется извлечь и очистить держатель губки и контейнер для пыли 2 в 1 с водным резервуаром. Контейнер для пыли с водным резервуаром 2 в 1. Держатель насадки для влажной сборки установлен. Запуск полной уборки.
Он собрал у меня пыли, вы сами видели в видео, достаточно много в тех местах, куда вы, как правило, не добираетесь. Это под столами, где-то под шкафом, на кухне под мебелью. Это все этот пылесос собирает. Плюс он находит пыль где-то там, где я ее не видел, не замечал, но он набивает полный контейнер пыли. Также промывает это все с помощью данного устройства. Есть несколько недостатков, которые меня смущают в данном роботе-пылесосе. Первое, это то, что заряда все-таки хватает ненадолго. Причем он сейчас новый, и попылесосив где-то около 1,5 часа, он едет на станцию, потому что разряжается. Но нужно учесть то, что я использую его в максимальном режиме всасывания. То есть там есть 3 режима, и вот на максимальном я его использую. Также есть недостатки в том, как он рисует карты помещений. Мне не совсем понятна логика прорисовки этих карт, логика его процесса сбора пыли, потому что он ездит как-то хаотично. Не совсем я понимаю, все ли места он проехал и собрал везде ли пыль. Но собирает хорошо. Нужно заметить, что собирает хорошо. Нужно немножко за ним следить. Также все равно необходимо следить за тем, чтобы он не завис, не повис, не уперся куда-то. Ну, упираться он, как правило, выезжает даже из-под маленьких ножек, которые рядом расположены, и высота его, зазорчик как раз впритык, он оттуда все равно выйдет. Единственное, что он может повиснуть на каком-то высоком пороге, либо ковре, вот как ворсистый ковер, который я показывал. Также запутаться в этом ковре, вот здесь у меня уже за некоторое небольшое время уже вот так вот выглядят щетки, которые запутываются постоянно в шторах и в коврах. Есть необходимость все-таки поднимать мебель повыше, убирать шторы, собирать шнуры всякие, убирать кота, который постоянно цепляется к этому пылесосу, не дает ему нормально проехать, и он реагирует на датчики этого пылесоса. Точнее, датчики пылесоса на него реагируют. Также есть необходимость доливать воду, которая заканчивается почему-то очень быстро. Ну, почему? Потому что контейнер небольшой для воды, и емкость его хватает его на, скажем так, половину процесса уборки. И приходится все равно заменять далее, добавлять воду. Также есть необходимость заменять барабаны, которых хватает на 200 часов, щетки, которых также хватает около 200-300 часов по плану, но если никто не замотает, и вот как у меня, кот их не будет мучить. И в принципе, по большому счету, пылесос неплохой. Если у вас ковры, пороги, это все высокое и ворсистое, то, наверное, этот робот-пылесос вам не нужен, потому что вы больше будете за ним бегать, выбирать его, поднимать, переносить с различных помещений. Поэтому вот такой мой вывод. Подписываемся на канал, ставим лайки, смотрим другие обзоры техники, телевизоров и различных приставок. Пока!